Всем привет! Вы на канале Мужской взгляд. Меня зовут Виталий. Сегодня у нас с вами будет расклад на вашего мужчину, да, вернее на его секрет. Да, что же он прячет, давайте посмотрим. Сделаем на две позиции. Если что, видео ставьте на паузу, пока выбираем. 1, 2. Так, давайте начнем с единичек. Так, что у нас по сигнификации? Знаете, очень чувственный мужчина, очень страстный, да, человек, который действительно охотится за чужими сердцами. При этом, знаете, постоянно включает, скажем так, не холодную голову, да, по жизни, а именно чувственную свою сторону, да, он все решает сердцем, именно то, как чувствует. При этом любит заводить разные истерики, да, если ему что-то не нравится, либо он что-то не понимает. И от этого кажется, что он, если честно, ведет себя иногда как ребенок. При этом, знаете, не особо любит зарабатывать, да, не особо любит какой-то бизнес, да, в принципе, работу. То есть человек действительно просто любит жить, да, очень такой свободолюбивый мужчина, который все-таки готов свою жизнь отдать именно за то, чтобы оставаться в этой свободе, да, и не быть ни в какой клетке. Так, давайте посмотрим его маску, да, что же он демонстрирует прямо сейчас вам. Рассказывает, что нет у него денег, что он, смотрите, находится прям в денежных каких-то проблемах, просит помощи. Знаете, очень интересная вещь. Он это совершенно по какой-то причине не скрывает. То ли надеется, что он сможет вас спровоцировать, дать ему денег, да, то ли дать ему действительно помощи. Но обычно то, что он без денежных средств, такое люди скрывают, да, но это не про данного, видимо, мужчину. Знаете, хочет казаться, да, возвращаясь к маске именно, хочет казаться, знаете, очень сильным человеком, да, человеком, который способен решать проблемы, какие-то вопросы, да, но на самом деле таким, естественно, не является, да, то есть это просто его такое обличие. На самом деле он попросту ведет себя как попрошайка, да, то есть ничего не хочет сам делать, хочет, чтобы за него все совершенно решали, да, все его проблемы, а он при этом ничего как бы сделать совершенно и не попытается. Так, давайте посмотрим его истинное лицо, да, что он на самом деле чувствует к вам. Ну, посмотрите. Опять вышли деньги, потери денег уже с вашей стороны. Да, знаете, здесь на самом деле угодили вы в лапы, знаете, такого манипулятора, мошенника, который действительно такое ощущение вами пользуется, да, он говорит вам, какая вы красивая, говорит, какое у вас прекрасное будущее, да, говорит, что действительно вы прямо женщина его мечты, да, а на самом деле он попросту, если честно, жаждет, чтобы вы решили его материальные проблемы, да, он хочет у вас забрать ваши деньги, забрать ваше время, да, то есть здесь, если честно, в чувствах, в его истинном лице я вижу одну сплошную ложь, да, он говорит одно, делает другое, чувствует совершенно третье, да, то есть не скажу, что вы ему, конечно, совсем не нравитесь, да, есть вот это вот притяжение, но больше к вашей такой физической красоте, да, и все-таки он не забывает свой план в виде вот этих денежных оборотов, да, что нужно у вас забрать, чтобы решить свои же, опять же, проблемы, да. Естественно, он совершенно не хочет, чтобы об этом узнали. Так, давайте как раз таки про его скелет в шкафу узнаем более подробно. Ну, видите, да, в совокупности вы у него не первая такая женщина. Он, если честно, многих вот так вот
одурачил, да, то есть, ну, это типичный, если честно, мошенник, да, постоянно пользуется женщинами, чтобы они ему давали деньги. Да, не удивлюсь, если действительно вы с ним и познакомились, например, как-то по соцсетям, да, либо через сайт знакомств, потому что здесь мужчина, который уже в своей стези, да, и он знает, что делать, знает, как это делать. И сейчас вы просто для него новый этап, понимаете, новый этап, женщина, с которой можно как бы содрать денежку. То есть, к сожалению, это так. То есть здесь, ну, попросту мужчина, который вами пользуется, а вернее хочет воспользоваться еще большим вашим капиталом нажитым. Естественно, он совершенно не рад тому, что вы об этом можете, скажем так, узнать. Так, давайте посмотрим теперь будущее, да, с этим мужчиной, потому что и так, в принципе, довольно понятно. Ну, знаете, конечно, Вселенная говорит вам вырваться из этого, всей ситуации, из этой, да, от этого мужчины, потому что здесь, конечно, все это приведет к вашей же потере денег. То есть это типичная ситуация, когда мужчина просто является каким-то мошенником, да, который пользуется чувствами женщин, которые пользуются именно деньгами, да, вашими. И здесь он просто закрывает какие-то свои долги, да и просто, если честно, живет. При этом будущего как такового с этим мужчиной, естественно, нет. Потому что они на самом деле одиночки, думают только о себе, да, думают о том, как бы побольше содрать денежек. Поэтому здесь, если честно, вы попали попросту в ловушку, понимаете, попали в ловушку, и из нее требуется именно выбраться, понимаете. Вам даже, вот видите, белый нумен вышел, нужно начать с чистого листа, да, то есть именно вам такой вот идет еще совет, да, в будущем, что необходимо именно начать с чистого листа, переосмыслить, да, свою жизнь, переосмыслить данный опыт, да, с этим мужчиной в этих отношениях, потому что сейчас вижу, что данный мужчина с помощью своих каких-то манипуляций попросту заговорил вам все уши, да, у вас розовые очки надеты на вас, вы видите только хорошее, да, и совершенно не замечаете его такое манипулятивное поведение и то, как он вами действительно пользуется, да, и куда уходят, собственно, все деньги. Совет более подробно. Ну, по совету, знаете, здесь такое предупреждение, что вы в нем увядаете, понимаете, то есть он вас захватывает все больше и больше в своей сети. А рано или поздно, когда он поймет, что вас уже полностью брать не с чего, с вас, да, он, конечно же, вас оставит, да, он вас покинет, разорвет эти отношения и уйдет просто во мрак, скажем так. Пока ему с вами комфортно, он будет с вами, естественно, оставаться. По совету здесь, ну, по сути, он один. Вам необходимо вырваться, вам необходимо снять эти розовые очки и действительно выйти из данных отношений, просто убежать от этого мужчины, потому что он действительно именно мошенник, понимаете, который просто пользуется вашими чувствами и пользуется вашим ощущением, что, ну, вы просто не хотите оставаться одна, понимаете. И здесь мужчина это понимает и просто этим действительно пользуется, и на этом строится вся его стратегия. Но на самом деле вы просто именно жертва, понимаете. Как только вы выйдете из этого, вы сами даже все это поймете, и стоит воспринять это действительно как опыт и больше стараться не совершать, да, подобных знакомств и сразу их, знаете, замечать и видеть, по сути, да, чтобы с такими мужчинами больше как бы дел не иметь. Но опять же, выбор остается за вами, совет от Вселенной получен. Так, давайте смотреть теперь двоечек. Сейчас мы это уберем. Так, двоечки. Смотрим вас. Так, сигнификация мужчины. Так, ну, знаете,
прям рыцарь, да, очень прорывной мужчина, не боится трудностей, готов с ними бороться, да, за свою жизнь преодолел огромное их количество. А обладатель, знаете, большим капиталом, да, хорошей работой, перспективой. И действительно все в этой жизни добивается своим трудом. Если честно, нелегкое было у него детство, да, то есть что-то было у него с родителями. Опять же, с очень раннего возраста начал сам зарабатывать деньги, то есть это прям прослеживается, что он сам вырастил свой характер, сам вырастил себя, да, и действительно очень хорошо понимает жизнь именно ну, с младенчества, да, можно так выразиться. То есть на самом деле мужчина крепкий орешек у вас, то есть здесь прямо мужчина, на которого можно опереться, да, и надеяться, и который всегда поможет, и действительно готов постоять именно за вас, да, готов постоять, и действительно он знает, чего хочет, опять же, и знает, как этого достичь. Так, давайте посмотрим маску, да. Что же он демонстрирует вам сейчас? Так. Знаете, совершенно не любит показывать свои слабости. Да, то есть он показывает сильного мужчину, коим, собственно, и является. При этом, знаете, существует в нем такая вещь, он приглушает свои эмоции, да, он считает, что мужчина, в принципе, не должен испытывать каких-то чувств, да, испытывать каких-то эмоций, да, чтобы женщина видела, что мужчина тоже как бы человек, да. Но, опять же, это говорит только о его характере, да, который он выковал именно сам у себя. И здесь он показывает именно свой холод. На самом деле он таким, конечно же, не является, это просто его вынудила жизнь, да, вот так вот поступать и вот так вот себя проявлять, скажем так. Но на самом деле здесь, конечно, он не является таким. То есть это маска холодного такого человека, который все рассчитывает, который ко всему готов, да. То есть действительно это ему даже достаточно тяжело дается, иногда ему хочется от этого отдохнуть. Так, истинное лицо. Так, ну, знаете, что касается истинного лица, здесь он устал. Он устал носить эту маску, да, он желает быть человеком, женщиной, которая будет его воспринимать таким, какой он есть, да, чтобы он мог снять эту маску, не быть вот этим холодным таким, да, женщину, с которой он может и поговорить, да, и расслабиться. Очень, знаете, смотрите, как он любит радоваться миру, понимаете? То есть действительно здесь человек замкнут, да, он понимает, что мир это для него враг, да, и что необходимо бороться за место под солнцем. И он это делает, он всю жизнь это делает, и он действительно очень устает от этого. И по сути он, знаете, ищет, действительно надеется, что вы являетесь той женщиной, с которой можно расслабиться, да, с которой снять эту он может снять свою маску, да, рядом с вами и просто беседовать, веселиться, да, то есть на самом деле он просто ищет отношения, в которых можно отдохнуть, да, как человеку действительно, да, и прийти вот домой после битвы, сложить свой меч, да, и вот просто в безопасности побыть. По сути, он ищет просто хорошую семью, да, то есть действительно, чтобы просто отдохнуть. Секрет его давайте посмотрим. Так. Ну, знаете, не хотят открывать его тайну, да, есть в нем какая-то сильная тайна, закрытые карты вышли. Знаете, не хочет почему-то сообщать. Давайте еще попробуем. Почему-то очень закрытый мужчина, да,
не хотят о нем правду говорить совершенно. Знаете, здесь есть еще женщина, да, то есть прямо вынудил все-таки хоть что-то сказать. Есть еще женщина, которая влияет на данного мужчину, то ли это его бывшая, да, то ли это женщина, с которой он был тоже как бы, ну, в отношениях длительных. И она до сих пор присутствует в его жизни, да, то есть это такой, знаете, секрет, который он держит. Не скажу, что они встречаются, не скажу, что есть до сих пор какая-то интим-связь, да, то есть это наподобие смс-кой, да, может позвонить, спросить, как дела, то есть происходит общение. И с этой женщиной он, естественно, не хочет, чтобы вы знакомились, чтобы вы знали вообще о ее существовании. Но такая тайна существует, да. Почему он общается, это уже, конечно, его дело, это вот прям, знаете, скрыто, по какой причине он сохранил эту связь. Но она для него играет очень такую важную роль в его жизни, да, то есть именно вот эта женщина. Ну, больше действительно на бывшую похожа, потому что длительность отношений проскакивает, да, и он действительно, может быть, даже к ней, знаете, продолжает что-то испытывать, либо стали очень хорошими друзьями. Ну, в общем, главный секрет именно такой. Так, давайте посмотрим будущее. Так. Ну, знаете, здесь есть будущее с этим мужчиной. Довольно тяжелые будут отношения, потому что сам по себе мужчина довольно сложен, да, сложный по характеру, опять же. Вам придется с ним ужиться, скажем так, да, то есть понять, опять же, много разговаривать, да, много действительно его обо всем спрашивать, да, то есть здесь будет очень мощная такая работа именно с вашей стороны, да, потому что просто с этим мужчиной не будет. Он в своих загонах, да, но тем не менее в будущем он вам даст все равно и любовь, да, и чувства замечательные, да, не будет предательства, хоть и несмотря на такой секрет, да, то есть как мы увидели, в секрете у него просто идет общение, но, может быть, получится у вас, да, расспросить данного мужчину, по какой причине он с ней общается, да, если предстанет возможность, да, в принципе, это сделать. Вот, а так будущее, конечно, у вас есть, но довольно сложное. Только с огромной работой над отношениями действительно вы будете способны двигаться вперед, да, потому что растопить сердце данного мужчины будет очень тяжело. Совет. Так, ну, совет интересный, да, по совету, конечно, вам стоит более по-простому относиться к его словам. Ну, знаете, он может сказать что-то, казалось бы, горькое, да, казалось бы, агрессивное, но на самом деле он это не имеет в виду. Да, то есть и здесь совет в том, что не стоит принимать близко к сердцу то, что говорит данный мужчина, потому что он по-другому разговаривать не умеет. У него вся жизнь это борьба, это бой, да, и, естественно, у него и речь так поставлена, что, казалось бы, он вас любит, да, но все равно бывает, кажется, что общается как-то агрессивно, да, и общается как-то строго, да, не подходяще под отношения, в принципе, под разговор с вами. Но это совершенно не так. Как только вы это поймете, да, и после, опять же, работы над отношениями, посмотрите, у вас по совету идет даже такой вот намек, что будет потепление, да, в отношениях с этим мужчиной. На самом деле все вполне хорошо, да, мало у кого без трудностей есть отношения, поэтому если вы согласны работать, да, над отношениями и вместе с этим мужчиной, да, которого вы выбрали, то все у вас с усилиями будет замечательно развиваться, да, все будет действительно хорошо идти. Да, но зато есть плюс, да, рутина с этим мужчиной не будет, будет всегда что-то такое, знаете, интересное, да, по крайней мере, из-за его такой холодности, да, будет
с чем поработать, можно так сказать. Вот, поэтому дерзайте, да, плохого как такового я не увидел, да, то есть насчет секрета вы, думаю, сможете даже сами спросить, да, пройдет время, сейчас, конечно, не стоит все это трогать, но пройдет время, думаю, он может даже вам сам об этом всем рассказать, да, и вы увидите, что ничего в этом страшного нет, потому что я, если честно, не увидел прям уж страшного, но общаются, да, стали просто хорошими друзьями, потому что ни интима, ничего такого нет, измены, это не про данного мужчину, то есть просто, видимо, такой вот остаток из прошлого, но об этом вы, конечно, сможете его сами спросить, либо он, опять же, сам расскажет. Ну, в остальном ситуацию мы с вами рассмотрели. Ну, у меня на этом все. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, советы вам обязательно помогут. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Буду всем очень сильно рад. Также я есть в других соцсетях. Да, все ссылки находятся в описании под этим роликом. А я хочу пожелать вам удачи и до новых скорых встреч. Всем пока-пока.